Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы. Мы с Украины. Давайте сразу к делу, про выводы и раздумья потом, про межделом. В Луганской области воспользовался порталом на концерт Кобзона генерал-майор российской армии Роман Кутузов. По сообщениям различнейших источников, переход произошел в районе Попасной. Опять это Попасная. Костью в горле встала на полководцу Кутузову, и он перешел в иное измерение, поведя в атаку своих подчиненных, как говорят сами же россиянцы. А любопытно тут то, что Кутузов – это уже 4-й генерал российской армии, полностью отдавший свой долг родине на той части территории Украины, которую Россия называет Луганской Народной Республикой. Каким подразделением руководил генерал Кутузов, пока не сообщается, да не важно это, важно другое. Они хотели блицкриг, а получают блицкриг. Если уж такую важную птицу, как генерал-майор, не уберегли, сокола и освободителя, то что можно говорить о простых русских парнях, набравшихся кредитов, насмотревшихся телевизора и приехавших в Украину спасать? Кого спасать? От чего спасать? Вот одесситы сюрпризы спасителям приготовили. Надо? Вообще, конечно, сарказм уместен, да не всюду. В Северодонецке и вокруг него ситуация складывается для нас так, что многие разбирающиеся люди говорят о том, что надо бы нам отойти, а то как бы не получить нечто похуже Дебальцева. Россиянцы упираются и продолжают стягивать все, что способно ездить и грозно гудеть, и вопрос не в том, сможем ли мы со всем этим справиться. Вопрос в том, сможем ли мы и своих уберечь при этом. В ЗСУ надо не только верить, но и беречь, как по мне. История намечается не быстро. Все эти 6-е, 7-е пакеты санкций рассчитаны на то, что кто-то успеет переориентироваться, а кто-то, возможно, одумается. Не одумается. А вот переориентация уже началась. Некто Макрон, выговорив по телефону все деньги с бункерным, обсуждая, как они вместе будут колесить на вездеходе по тайге, и влезший в долги перед телекоммуникационными компаниями, вдруг выглянул в окошко, а там проблемки-с. И вот, недолго думая, Франция тоже начала переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках нефти в страну взамен сырья из России. Париж также ищет альтернативные источники дизеля и газа. Ранее ЕС уже объявил частичное эмбарго на российскую нефть, а чем замещать, пока толком не решили. А Объединенные Арабские Эмираты могут стать решением, по крайней мере, временным для замены российской нефти и дизельного топлива. Обсуждения с ОАЭ о поставках энергоносителей уже начались. Это слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра. Он добавил, что Париж ищет и другие альтернативы российскому дизельному топливу и газу. Государство также намерено увеличить инвестиции в развитие более чистых источников энергии, например, ускорив развертывание морских ветряных электростанций. Вот смотрите, какая странность. Фраза «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» работает, выходит, не только у нас. Почему Норвегия не только задумалась о переходе на альтернативные виды энергии, но и почти не потребляет добываемую у себя нефть уже много лет? Франция об этом только задумалась. И только сейчас. Климат не тот. Но я вот правда не понимаю. Ладно, эта тема, наверное, для отдельного ролика, как-то поговорим. Важно, что хоть задумались уже. Важно, что пусть и постепенно наступает прозрение. Страшно только то, что за их прозрение платим мы. Но вот уже Евросоюз разработал план замещения газа из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Евросоюз импортирует из России 155 миллиардов кубометров в год. В рамках новой стратегии Брюссель планирует 50 миллиардов кубометров получить за счет ввоза сжиженного природного газа СПГ из США или Катара, 10 миллиардов кубометров по имеющимся трубопроводам, аналог еще 25 миллиардов кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей. Возобновление работы угольных электростанций также является одним из возможных вариантов. И вот оно, выражение прозрения, вернее, обида за отлучение от кормушки. Еврокомиссар констатировал, что президент РФ использует газ, чтобы разделить нас. Владимир Путин на протяжении многих лет делал все, чтобы разделить Европу.
Он пытался разобщить нас с помощью своей вакцины «Спутник», которая не сработала. Он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии с помощью Russia Today, а теперь использует газ, чтобы разделить нас. Это все почти дословная цитата бывшего министра экономики и финансов Франции. Мы постепенно переходим из состояния «скорее бы это все уже закончилось» в состояние «да когда же это все начнет заканчиваться?» Так я вам скажу, когда. Когда мы перестанем этого просто ждать и начнем что-то делать. Не меряться в комментах фразами «сам дурак», а делать. Риторика и действия в последние недели политических лидеров Старой Европы, прежде всего Франции, Германии и Италии, говорит, что они не в восторге от возможной победы Украины в войне с Россией. Вы заметили это, нет? Безоговорочное российское поражение неизбежно изменит баланс сил на европейском континенте, при котором существенно возрастет влияние Великобритании, Польши и даже Украины. При этом Франция и Германия, которые, не являясь активными участниками конфликта с РФ, все стремятся играть роль лидеров Европы и могут оказаться на вторых ролях. Они это уже поняли. А мы? В такой ситуации Париж, Берлин, а с ними и Рим заинтересованы в сохранении статус-кво существующего баланса сил на континенте, при котором Россия остается влиятельным авторитетным государством, с которым теснее всего сотрудничает именно Старая Европа. Сберечь это хрупкое равновесие можно исключительно посредством скорейшего заключения мирного соглашения, буквально на любых условиях. Понятно, что эти условия могут быть только за счет Украины. Бремя лидерства в продвижении политики сохранения существующего баланса сил и склонения сторон к мирному регулированию взял на себя президент Франции Эммануэль Макрон. Сначала он сделал откровенный пас Кремлю, отказавшись называть геноцидом то, что устроили россияне в Буче, Ирпене, Гостомеле, Макарове. Затем в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем пообещал ему, что Украина не станет членом ЕС раньше Сербии, то есть главный союзник России, не присоединившийся к антироссийским санкциям, что является нарушением для страны-кандидата в ЕС, каким является Сербия, население которого в своем большинстве презирает общеевропейские ценности, поддерживает Россию в ее действиях против Украины, не желает вступления в ЕС и НАТО, имеет, по мнению Макрона, больше прав и шансов стать членом Европейского Союза, чем Украина, которая буквально землю грызет за европейскую цивилизацию. И вот мы видим, как многочасовые разговоры Макрона и Путина делают свое дело. Их позиции сближаются, появляются общие интересы. Как результат, Макрон, уже не стесняясь, продвигает откровенно пророссийские нарративы. Первый раз о недопустимости унижения России Макрон витиевато заявил 9 мая. Европа должна извлечь уроки из своих прошлых ошибок и убедиться, что ни одна из сторон не будет унижена после завершения российско-украинской войны. Ну, хоть не спецоперацией назвал, и на том спасибо. Кроме того, в этот же день Макрон рассказал, что Украине, дескать, предстоит десятилетиями проходить путь к членству в Евросоюзе. Слова Макрона прозвучали в унисон с заявлением заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Москва изменила свою позицию, теперь она против членства Украины в Европейском Союзе. В минувшую субботу Макрон опять всем напомнил, а то мы же забыли, что нельзя унижать Россию. Нам нельзя унижать Россию, чтобы в день, когда закончатся бои, мы могли построить путь к выходу дипломатическими средствами, цитирует Reuters слова Макрона, сказанные в интервью региональным газетам. «Я убежден, что именно Франция должна сыграть роль посредника». Да всем уже заметно, и во Франции в том числе, что Макрон пытается играть роль посредника и миротворца, хотя, по сути, является хитро сделанным молодецким дворецким при Кремле. Призыв Эммануэля Макрона не унижать Россию, оставив ей возможность дипломатического выхода из войны, на самом деле унижают Францию, написал у себя в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя очередную французскую попытку следовать российским нарративам. Но вот бриты — красавцы. Обращу ваше внимание на одну деталь под конец ролика. Если большую часть сюрпризов для россиянцев нам продают в том или ином виде, то подарки от Англии — это подарки в прямом смысле этого слова. Вот бесплатно.
И еще. Тихо и без лишнего шума ООН завела поисковый ресурс по санкциям. Возможность скачать файл с полным перечнем лиц, попавших под санкции, в одном из 3 форматов сохранилась. Запросы возможны только на латинице. Поиск на кириллице не осуществляется. Ссылки оставлю в первом комментарии к ролику для информации. В силу статей 25 и 103 Устава ООН режимы санкций обязаны соблюдать все 193 государства ее члена. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і придивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналу Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш вклад в перемогу України.